Как повысить тестостерон? Колоссальное количество запросов в интернете на эту тему. Животрепещущую, я бы сказал, животрепещущую тему, которая беспокоит, волнует огромное количество людей. Гормон мужественности, гормон сексуальной активности, гормон агрессии. Вот все, что я сейчас перечислил, все делает тестостерон. Это его основные функции. Когда мы обсуждаем высокий уровень тестостерона, мы сразу же представляем перед собой такого брутального, крепкого мужчину, который, знаете, вот так вот берет все. Уровень тестостерона разный в разные периоды жизни. И логично, что с возрастом мы ожидаем возрастное физиологическое снижение тестостерона. Вот недавно была большая конференция, и мой коллега, который выступал передо мной, эндокринолог, профессор, обсуждал как раз возможность повышения тестостерона у людей зрелого возраста. Лица зрелого возраста, или, как говорят молодые, старики, так вот, у стариков, в кавычках, возникает классический гипогонадизм. С течением лет жизни у человека зрелого возраста семенные железы уменьшаются в размерах, выработка тестостерона падает. И еще раз повторю, это физиологический вариант. Если говорить о значении тестостерона у молодого человека, он, разумеется, должен быть выше, если мы говорим о физиологическом состоянии этого организма, молодого организма. А у человека зрелого возраста он снижается. Но почему он низок у молодых людей? И здесь есть несколько причин. О них мы будем говорить и обсуждать возможности повышения тестостерона без помощи таблеток, уколов, пластырей. Если молодой человек испытывает большие психофизиологические, эмоциональные, физические перегрузки на работе, дома, в семье, он плохо спит, он неправильно питается, питание его нерегулярное, это приведет к естественному снижению уровня тестостерона. Естественному, потому что эти неблагоприятные факторы, разумеется, очень плохо действуют в целом на организм человека, на его мозг, на его поведение, эмоции, но уровень тестостерона будет снижаться в том числе. Итак, резюмируем. Снижение тестостерона может быть физиологическим, возрастным. И снижение тестостерона может возникать у людей молодого возраста вследствие неблагоприятных факторов, внешних неблагоприятных факторов. Это стрессы, это недосыпание, это тяжелые перегрузки, физические или психоэмоциональные перегрузки. Так. Человек нашел в интернете таблетки, уколы, пластыри, и сам того не подозревая, садится на иглу. И очень жестко садится. В чем здесь проблема? Если вы долго принимаете тестостерон, так называемый экзогенный, извне, то вы в определенной степени убиваете свой собственный тестостерон. Он перестает вырабатываться так активно, как он вырабатывался ранее. Человеческий организм ленив. А зачем мне напрягаться, если мне дают извне тестостерон? Вообще вера в дорогую волшебную таблетку – это удивительно. Да что я буду там заниматься, какие-то рекомендации выслушивать от докторов, эндокринологов, неврологов. Вот я взял таблеточки, выпил, и все классно, все замечательно. Это самый простой, легкий путь, но на самом деле он не самый лучший. А теперь, что же сделать, чтобы ваш уровень тестостерона был в пределах нормальных значений? Я оговорюсь, должен быть баланс тестостерона. Не должно быть его очень много или очень мало. Должен быть вариант золотой середины. Потому что, подчеркну еще раз, когда тестостерона очень много, то это, да, действительно, это высокая степень сексуальной активности, но это в том числе и агрессия. Повышенный уровень тестостерона – это агрессивность человека. И, кстати говоря, ведь не только для мужчин, но и для женщин он важен. Женщине тоже. Неправильно сказал, женщины тоже. Как и мужчина, женщина нуждается в сексуальной активности, и тестостерон помогает в этом. Но если его много у женщины, то появляется овласенение по мужскому типу, огрубевает голос, наступает мускулинизация женщины. Да, она может добиться успехов в определенных спорте, и выносливость совершенно другая, чем у женщины, у которой уровень тестостерона несколько ниже. А теперь, как поступить? Что сделать, чтобы ваш уровень тестостерона, и в зрелом возрасте, кстати, тоже, был в пределах
той самой золотой середины, в пределах нормы, которая будет вам помогать радоваться этому миру, наслаждаться им во всех его красках. Физические упражнения номер один. Но они все разные. И надо четко понимать, что если вы начинаете испытывать свой организм на выносливость, бегаете марафоны, проезжаете десятки, а то и сотни, скорее сотни километров на велосипеде, занимаясь триатлоном, не ожидайте, что уровень тестостерона будет высокий. Изматывающие, истощающие организм физические упражнения не влияют благотворно на уровень тестостерона. Скорее мы можем говорить о сбалансированных физических упражнениях в спортивном зале, работа с собственным весом. Да, могу сказать, кстати, деталь, что здорово помогает поднять уровень тестостерона работа с крупной мускулатурой. Тело, ягодицы, ноги. И поэтому такие упражнения, как приседания, отжимания, работа на перекладине, действительно будут помогать повысить ваш тестостерон без вреда для организма. А можно вот так? А можно вот так? Хороший сон – это очень важный момент, о котором, кстати, тоже мы много говорили про сон. Это лучшее и бесплатное, кстати, лекарство от многих болезней и от многих проблем. Хорошо спите, и вы избегаете этих проблем, в том числе с вашим уровнем тестостерона. Если вы спите мало, не ожидайте, что он будет высоким. И еще один парадокс. Если вы, дорогие мужчины, слишком много занимаетесь сексом, у каждого своя сексуальная норма, конечно, я понимаю. Одному мало один раз в день, другому более чем достаточно один раз в месяц. Но это уже другая несколько тема. Но если вы истощаете организм и гонитесь за какими-то результатами в этой сексуальной сфере, то не ожидайте, что уровень тестостерона будет все время высоким. Он будет потихонечку тоже снижаться. Правильное питание, регулярное питание. Мясо, орехи, рыба. Да, есть определенные продукты, которые повышают уровень тестостерона. Об этом много очень пишут, даже в кулинарных советах. Но главное, чтобы ваше питание было сбалансированным. Кстати, если вы регулярно смотрите наш YouTube-канал, то можете поймать себя на мысли. А этот профессор все время повторяет одно и то же. Спать хорошо, есть правильно, регулярно, заниматься физическими упражнениями. Вы знаете, это действительно так. Все верно. Простые, но сложные в исполнении рекомендаций, а сложные они потому, что заниматься-то надо собой постоянно. Любить надо себя постоянно. И тогда вас будут любить другие. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить самое важное. Удачи вам во всех ваших делах.